Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю невероятно нежный и эффектный торт Наполеон Панчо. Я решила объединить два любимых десерта в одном. Получается нежность классического Наполеона и красивая подача торта Панчо. Хрустящие квадратики шоколадного слоеного теста пропитаны нежным шелковистым кремом, а также кусочки ананаса и орехи делают вкус незабываемым. Получается высокий, нарядный и очень нежный торт, который покорит всех гостей. Попробуйте, думаю, этот торт станет настоящим хитом в новом году. Для приготовления крема мне понадобится молоко вливаю в сотейник, и его надо довести почти до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, перемешиваю. Также добавляю соль, добавляю яйца. Хорошо все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Молоко почти закипело. И часть горячего молока вливаю в сахарно-яичную смесь. Интенсивно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту. И вливаю сюда полученную смесь, все время помешивая. И теперь варим заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит, все время помешивая, чтобы крем не подгорел. Крем уже загустел, пошли пузыри, посмотрите. Крем снимаю с плиты. Посмотрите, какой получился крем. Очень гладкий, шелковистый, без единого комочка. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Конечно, вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. Перемешиваю. Переливаю в миску. Закрываю миску пищевой пленкой. Причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. Оставляю его до полного остывания. Для моего рецепта я буду использовать 500 граммов слоеного бездрожжевого теста. Также мне понадобится столовая ложка сахарной пудры и столовая ложка какао-порошка. Я их соединяю вместе и перемешиваю. Также у меня здесь немного молока для смазки теста. Раскрываю тесто. Оно у меня раскатано очень тонко, буквально пара сантиметров толщиной. Сверху теста я смазываю молоком. Если у вас пласт теста чуть толще, вы можете немного его раскатать скалкой. Присыпаю смесью сахарной пудры и какао. Разрезаю все на квадратики со стороной примерно 2 сантиметра. Получатся такие шоколадные подушечки. Если квадратики получатся чуть больше, чуть меньше, в этом нет ничего страшного. Перетаскиваю тесто вместе с пергаментной бумагой на противень и отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 220 градусов духовку примерно на 15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. И как видите, квадратики теста я не разъединяю, прямо так и пеку. Подушечки испеклись. Посмотрите, какие они получились румяные, красивые снизу, а сверху вот такая красивая шоколадная сахарная корочка. И подушечки вот так очень легко можно разъединить. Я их снимаю с противня и, конечно, сразу же отправлю выпекаться вторую партию подушечек. Вторая партия подушечек испеклась. Оставляю их также остывать. Заварная основа у меня полностью остыла, она стояла в холодильнике. Сливки у меня также холодные, из холодильника. Желатин заливаю водой комнатной температуры. Перемешиваю и оставлю для набухания минут на 10. Холодные жирные сливки забью до плотных пиков. Чтобы заварная основа легче объединялась со сливками, немного ее перемешаю миксером, буквально в течение пары секунд. Долго ничего размешивать не надо. Вот такая сейчас получается нежная заварная основа. Желатин набух, и я его сейчас растоплю в микроволновке, буквально в течение нескольких секунд. Ни в коем случае желатин нельзя кипятить. Сейчас я смешаю немного заварной основы с желатином. Так она легче будет объединяться со всем кремом.
Прямо перемешиваю вот таким образом ложкой. Теперь вливаю желатин в заварную основу и перемешиваю. И теперь постепенно в эту массу я добавляю взбитые сливки и перемешиваю. Если хотите, можно вмешивать сливки лопаткой, можно быстро перемешивать миксером. Самое главное, добавляйте понемногу. Как видите, я ничего долго не вымешиваю. Буквально пару движений миксером. И добавляю уже все сливки. Пройдусь еще лопаткой, чтобы все хорошо перемешалось. Вот такой идеальный крем Дипломат получился с желатином. Это очень просто, быстро и вкусно. Крем получается невероятный, и он очень хорошо застынет. Небольшую часть крема я переложу в миску, оставлю его для украшения, чтобы промазать торт сверху. Также для рецепта мне понадобятся ананасы и грецкие орехи, уже обсушенные. Орехи порублю средними кусочками, не надо слишком мелко. И также средними кусочками порежу ананасы. Если хотите, можно добавить больше ананасов. Можно добавить сюда еще вишню в этот торт. Тоже будет очень вкусно. Но я решила сделать такую классику. Ананас и орехи. Все подушечки у меня уже остыли. Небольшую часть я отобрала для украшения. Я их просто потом вот так вот измельчу в крошку. И буду обсыпать торт сверху. Торт я буду собирать в глубокой миске. Я ее выстелила хорошо пищевой пленкой. Теперь на дно я выкладываю немного крема. Распределяю его вот таким образом. В отдельную миску я выкладываю крем. Вот чуть-чуть совсем оставлю. Добавляю подушечки. Я их немного разламываю. Мне так удобно все смешать, и тогда все кусочки равномерно покроются кремом. Вы же делайте как хотите. Можно засыпать по очереди подушечки в форму, потом перекладывать кремом, выкладывать орехи и выкладывать ананас. Сейчас я всыпаю сюда орехи и добавляю ананасы. И все перемешиваю. Стараемся перемешивать аккуратно, чтобы подушечки не сломались. Выкладываю все в подготовленную миску. Аккуратненько прижимаю, постепенно все выкладываю. Если надо, можно добавить немного остатки крема, который я здесь оставляла, чтобы вот эти пустоты заполнить. Добавляю дальше. Стараемся хорошо все утрамбовывать, прижимать, чтобы сильных пустот не было, чтобы торт хорошо уплотнился. И добавляю оставшуюся массу. И здесь уже хорошо все разравниваем, уплотняем, чтобы дно получилось ровным. Выкладываю оставшийся крем. И вы помните, мы же еще оставили немного крема для верха, для украшения торта. Его я отправила в холодильник. Закрываю все сверху пленкой в контакт и отправляю все в холодильник часа на 3-4, чтобы крем хорошо застыл. Конечно, лучше всего, если этот торт постоит всю ночь в холодильнике. Из оставшихся слоеных подушечек делаю крошку. Выкладываю торт на тарелку. Снимаем пленку. Вот такой шикарный купольный торт получается. И теперь остается только все украсить. Я беру отложенный крем и слегка все промазываю сверху. Выравниваю все. И теперь все осталось только обсыпать крошкой. Это традиционное украшение для Наполеона. А форма получается как у торта панчо. Аккуратно кисточкой я сметаю излишки крошки. По желанию торт по краю можно украсить кусочками ананаса. Вот такой очень красивый торт получился. Наполеон панчо. Друзья, если вы любите нежный, влажный, пропитанный Наполеон, рекомендую готовить его именно по этому рецепту. Он получается именно вот такой. Невероятно нежный и сочный. Друзья, если рецепт этого торта вам понравился, поставьте ему лайк, напишите комментарий и поделитесь с вашими друзьями. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!